Добрый день, друзья! Праздники закончились, а подарки продолжаются. Давно вам не показывала 3 орхидеи. Это уценки. Для них специально создан плейлист. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. В конце года были куплены 3 орхидеи для того, чтобы вам показать и рассказать, как я за ними ухаживаю. И начальные видео находятся в плейлисте. Смотрите, в каком состоянии они были куплены. Мы с вами в комментариях под этими видео много писали, что же начало расти на этих орхидеях. То ли цветоносы, то ли детки. И вот сейчас я вам уже могу показать, что из этого получилось. На 2 орхидеях появились вот такие чудесные детки. Одна орхидея, вот эта, полностью в горшке с гнилыми корнями. Один вот такой чудесный корень начал расти. Даже я не заметила, когда показывала вам эту орхидею в прошлый раз, что у нее вот здесь под листиком появилась какая-то почка. Эта почка росла и выросла уже в такую детку. Причем у этой детки очень активно растут корешки. Их уже 3. Один уходит в грунт, второй уперся в шею орхидеи, в стволик, и появился 3-й корешок. Вот он, 3-й корень, он еще малюсенький. Вот видите, даже орхидея совсем без корней, но с 3 листиками может дать чудесную детку. И, скорее всего, материнское растение погибнет. Но пока не наблюдается того, что погибнет эта орхидея совсем-совсем, пока растет детка. Прекрасно, пусть она подрастает, потом я обязательно подарю вам это растение. Сейчас хотела вам показать вот это механическое повреждение. Иногда задают мне вопросы. Механическое повреждение и утолщение листа. Бывают вот такие длинные полосы, связано с тем, что может быть нематоды. Вредитель есть такой длинный, тонкий червяк, который чаще всего поражает вот так листья. Всегда говорю, посмотрите на просвет, если вы не видите там что-то движущееся, вот этот червячок, который там внутри живет, то это не нематоды. А вот эти утолщения могут быть механическим повреждением. Вот здесь это все засохло, а вот эти утолщения остались. Но это не вредитель. Это просто механическое повреждение. А еще бывают всякие разные мутации на листиках. Смотрите, вот тоже такое же утолщение. Это все от применения всяких разных нелюбимых мною препаратов. Гормонов и ускорителей роста. Такая детка чудная. А вот это еще детка лучше. Эта орхидея была... Даже сейчас старые корни не могу показать. Старые корни наверняка все погибли. А были только короткие корни от шеи. И вот эти корни проросли. Но они были от шеи так высоко, и в горшке было очень мало грунта, что мне пришлось досыпать грунт. И вот эти все старые корни очень активно начали расти. Посмотрите, как это сейчас выглядит. И вот видно, что это старый грунт, а это подсыпан мною новый грунт. Детка очень быстро растет.
Но, правда, корень у нее пока всего один. Он большой. Вот как он выглядит. И растет выше материнского листа. В этом случае можно убрать этот лист, чтобы корень пошел в посадку. Ну или же подождать, когда детка будет выпускать следующие корни. Потому что под этим листом есть еще один листик. Даже если я уберу этот лист, еще один останется. Пока не вижу в этом смысла. Но так как детка, смотрите, как активно она растит второй крупный лист, я думаю, что корни у нее тоже появятся. И очень быстро. Но и материнское растение, оно в этом случае не погибает. Хотя тоже удивительно, что произошло с материнским растением. Она выпустила корень не из точки роста, рядом. Но точка роста пока молчит. Скорее всего, пройдет еще какое-то время, и материнское растение будет расти, потому что корни-то просто у него шикарные. И детка тоже будет выпускать следующие корешки. И эту орхидею я тоже подарю, но чуть позже. Пусть немножко подрастут. А вот эта орхидея зацвела. И вот ее я и хочу отдать в добрые руки. Но сначала немножко о ней расскажу. При том, что она выпустила цветонос. У нее есть растущие корни в горшке. Она выпустила корни от шеи. Вырастила здоровый большой лист. И вот эта орхидея ищет нового хозяина. Я не разыгрываю орхидеи. Я их просто дарю. Но я нахожусь в Ростове-на-Дону. Сейчас кто-то к нам... Сёма пришел. Как это? Как это без тебя? По почте тоже не высылаю орхидеи. Поэтому для ростовчан и жителей области, кто может сам приехать ко мне домой и забрать эту орхидею, этот подарок. Небольшое условие. Нужно первым написать в комментариях «Хочу орхидею в подарок». И второе условие – забрать ее у меня из дома. Жду первый комментарий о желании забрать эту орхидею. Мы обязательно договоримся с вами, когда вам это будет удобно сделать. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.